Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы, наверное, уже догадались, сегодняшний мастер-класс посвящен художественной глади. Мы будем вышивать оставшийся лепесток, при этом будем учиться делать переходы цвета, так чтобы они были плавными и красивыми. Один лепесток у меня уже вышит. Осталось вышить парный к нему, используя те же самые цвета. Поэтому берем ниточку, иголочку и начинаем. Меня зовут Ольга Медведева. Добро пожаловать на мой канал Миолка. Вышивку я выполняю тонкой бисерной иглой, нитью мулине в 2 сложения. И в начале работы я делаю узелок и закрепляю его в любом свободном месте вышивки. После этого нужно прошить контур. Для этого можно выбрать шов в раскол, стебельчатый или тамбурный. Я вышиваю швом в раскол. Этот контур нам поможет укрепить край вышивки и, кроме этого, немного приподнять ее над тканью, что сделает ее более объемной и рельефной. Шов в раскол очень легкий в исполнении. Он очень похож на шов назад иголку, только игла вводится не рядом со стежком, а непосредственно в сам стежок, раскалывая его нити. Этот шов по сути является техническим, и его не будет видно в готовом результате. Но тем не менее рекомендуется, чтобы цвет нити этого шва совпадал с цветом той нити, которая будет ложиться поверх него. Прошиваем таким образом контур всего лепестка и переходим к вышивке гладью. Для того, чтобы стежки глади ложились ровно, аккуратно и переходы получались плавными, очень важно соблюдать направление стежков. Каждый стежок мы будем укладывать таким образом, чтобы они стремились к центру цветка, то есть к основанию лепестка. Для того, чтобы удобнее было соблюдать направление стежков, лучше начинать вышивку с центра лепестка. Делаем первый стежок, иглу вводим за контур и дальше продолжаем заполнять лепесток, делая короткие и длинные стежки. Именно чередование коротких и длинных стежков делает вышивку гладью такой реалистичной и красивой. Первый ряд всегда выполняется в направлении от центра к краю, то есть игла выводится рядом с предыдущим стежком и вводится за контур, также рядом с предыдущим стежком. Расстояние между ними, если это льняная или хлопковая ткань, обычно равно примерно одной нити ткани. Линии направления стежков также можно нарисовать для себя на ткани. Это поможет более точно укладывать нить в процессе вышивки. Если рабочая нить закончилась, то ее можно закрепить, продев под стежками вышивки. Выводим нить на лицевую или на изнаночную сторону, как удобней. Продеваем под стежками и обрезаем. После этого она будет закрепляться последующими слоями вышивки. Следующую нить точно так же закрепляем при помощи узелка на лицевой стороне и продолжаем вышивку. После того, как лепесток будет вышит в одну сторону, опять возвращаемся к середине лепестка и вышиваем в другую сторону. Теперь переходим к следующему оттенку нити, который мы будем вышивать. И я хочу показать еще один способ, как закрепить рабочую нить без узелка. Чтобы закрепить нить, вводим иглу с лицевой стороны на изнаночную, оставляем небольшой хвостик и потом выводим иглу на лицевую сторону на расстоянии примерно полмиллиметра и снова вводим иглу в место, откуда выводили нить. Таким образом ниточка закрепляется и дальше можно продолжать вышивку. Потом этот хвостик обрежется.
Если первый ряд мы вышивали в направлении от центра к контуру, то все последующие ряды мы вышиваем в обратном направлении, то есть стежки укладываем в сторону центра. Стежки делаем желаемой длины. Самое главное это то, что мы продолжаем чередовать более длинные и более короткие стежки. И теперь вводим следующий оттенок точно таким же образом, как и делали это ранее. Чем интересна вышивка гладью, так это тем, что можно продолжать вводить дополнительные оттенки до тех пор, пока вам позволяет это рисунок. Можно экспериментировать с сочетаниями цветов, оттенков, с плавностью переходов, с длиной стежков и так далее. Так что, как видите, вышивка гладью это очень увлекательно и интересно, а результат получается очень живописный. Самое главное это понять, как укладывать стежки и как чередовать короткие и длинные стежки для того, чтобы вышивка была максимально аккуратной и гладкой. Я надеюсь, что это видео было для вас, как всегда, интересным и полезным, поэтому до новых встреч на канале Миолка.